Привет всем! В сегодняшнем видео хочу показать, как легко и просто из потолочной плитки можно сделать интересный новогодний декор. Для этого мне понадобится, конечно же, сама потолочная плитка, у меня такой интересной текстуры. Затем я предварительно подготовила шаблоны елок. Видите, они у меня разные, но при этом все интересные. Также у меня есть вот такой небольшой шаблон оленя, который я также буду переносить на потолочную плитку, чтобы вырезать. Если кому нужны будут вот такие шаблоны, я обязательно оставлю ссылку в описании, по которой вы можете перейти и их скачать. Мне пригодится красивая светящаяся гирлянда. Я взяла в таком холодном цвете, потому что, мне кажется, она будет здесь смотреться красиво. Ну и, конечно, все это вырезать буду канцелярским скальпелем. Им будет вырезать удобно. И все получится точно так, как я хочу. Сейчас я покажу, как я буду вырезать елки. Подстилаю я, есть у меня вот такой коврик для резки, чтобы не прорезать стол, ничего не повредить. Затем помещаю сюда пенопласт. Ну и теперь буду вырезать саму елку. Я ее прикладываю. Вы можете перевести с помощью карандаша или ручки и затем только вырезать, но мне удобнее сразу же вырезать. Таким скальпелем нужно пользоваться очень аккуратно, так как он острый и можно порезаться. Все, я перевела. Теперь буду доставать, так как все полностью вырезала. Я сказала, перевела. Теперь надо аккуратно извлечь вырезанную елку. В местах, где плохо прорезалось, можно вот так вот дополнительно все аккуратно вот прорезать. Вот такая елочка получается, и таким образом я вырезаю все заготовки. Все заготовки я вырезала. Вот так красиво получилось. Видите, елочки получились такие натуральные, интересные. Даже олень получился реалистичный. Несмотря на то, что это, казалось бы, пенопласт. Так, теперь мне нужно будет все это зафиксировать, создать саму композицию. Для того, чтобы создать композицию, я буду использовать вот такой небольшой островок, на котором будет все фиксироваться. Получился он у меня спонтанно. Вырезала я елки и посмотрела, что очень интересные такие края получились, и его можно использовать, этот кусок, как островок, на котором будет все крепиться. Перед тем, как я буду собирать саму композицию, я хочу закрепить гирлянду на двух елках, но с обратной стороны.
Вот я зафиксировала гирлянду на обратной стороне елки. Они связаны между собой одной гирляндой. Теперь мне нужно фиксировать гирлянду на вот этой большой елке. Гирлянду я зафиксировала. Теперь можно собирать саму композицию. Такая интересная композиция новогодняя получилась. Как видите, вот этот участок оказался мне немного лишний. Я его сейчас просто отрежу. Не зря я крепила гирлянду, так как она будет у меня светящаяся. Но перед этим я хочу еще добавить немного снега. Так как это зимняя композиция, новогодняя, снег здесь будет, я думаю, очень кстати. Решила я еще сделать снеговые сугробы, но для того, чтобы использовать искусственный снег и сугробы получились более объемными и натуральными, я буду использовать небольшие такие кусочки пенопласта, которые буду закреплять в разных местах, и затем я буду посыпать искусственным снегом, таким образом имитируя настоящие сугробы. Теперь оставляю, чтобы снег хорошо схватился, лишнее стряхну, и композиция будет готова. Вот такая симпатичная новогодняя композиция у меня получилась. Выглядит она оригинально, смотрится красиво, ну и делается легко.